Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать и показать о том, как же увеличить пространство и место на своих окнах для орхидей. Это, знаете, одна из проблем каждого орхомана, что нехватка места. И, ребят, хочу вам также показать и познакомить вас со своим ушастым другом. Недавно мы решили о том, что мы хотим в семью маленького какого-то животного. Ни кошек, ни собак я почему-то не хочу. И рыбки у нас уже есть, чтобы шума не было, чтобы ничего не портил, никакое имущество. Мы решили завести вот такого прекрасного, маленького и замечательного вислоухого карликового барана. Порода у него. Но, в общем, видео не об этом, а все-таки о том, как же нам увеличить пространство для орхидей. У меня всего лишь в квартире 4 окна, и мы хотели всегда сделать, я вернее хотела и просила мужа стеллаж, но он ни в какую не соглашался, а то, что мы сделали, конечно, это именно сделал для меня муж, за что ему огромное спасибо. Вот это самое было подходящее окно. Оно у меня реанимационное. У меня 3 таких широких окна, а одно идет узенькое. Там в основном стоят какие-то тяжело больные орхидеи. Допустим, с бактериальными заболеваниями, с гнилями различными. Я их ставлю все туда. Но такую полку, наверное, было бы непрактично ставить где-то на кухне, в зале, где мы всегда в основном находимся. А именно вот это место, спальное место, здесь, спит ребенок, и оно нам особо не мешает. И поэтому мы решили переместить все вот эти вот орхидеи, которые нуждаются в восстановлении и в реабилитации, в лечении, именно сюда. Вот, ребят, то самое реанимационное окно. И как вы видите, сейчас тюль здесь находится. Стоит полка на 3 яруса. Еще чуть выше тоже одна подсветочка. И вот так это выглядит. Оно нисколько не мешает глазу. Орхидеи практически, там незаметно, если только необходимо вглядываться. И когда я убираю тюль, соответственно, все орхидеи мы видим. И давайте подойдем поближе. Начну, наверное, с самого верха. Вообще полочку мы эту изготовили на 2 яруса. А уже по итогу их получается 3. Самая нижняя это сам подоконник. Вот эту полочку мы сделали и верхнюю. И также 3 лампы. Конечно, каждую из них нужно нам подсвечивать. Так, лампа, она у нас зафиксирована к плинтусу потолочному. Здесь идет леска. И также, чтобы сама лампа находилась посередине подоконника, хорошо с одной стороны, что у нас есть рулонные шторы. И вот в этом месте мы также проволочкой зацепили к самой лампе. И она получается, что у нас как будто подвисает, и ничего не видно, ничего просверливать не нужно. Я не приверженник того, чтобы портить какие-то откосы, что-то еще, а вдруг мне это все разонравится, я это все уберу, и по итогу у меня будут дырки. Поэтому мы решили именно сделать вот таким вот способом. Далее давайте посмотрим, конечно же, саму полочку. Вот такие вот металлические трубы муж покупал в магазине. Они у нас, да вообще они в любом, конечно, магазине сантехники продаются. И вот так. Каждый ярус тоже сделан вот из таких труб. И вот так она выглядит. Получается высотой 1 метр. Но хорошо, что у меня подоконники, они сами по себе широкие. По-моему, сантиметров на 50. Потому что вот эти полочки шириной мы делали на 35. А длина у самого стекла, у этих полочек 157.
Да, потому что сам подоконник 160, и вот эти 3 сантиметра, чтобы было пространство, мы их оставили. Я говорю, что хорошо, что у нас широкие подоконники. Но даже если у вас узенькие подоконники, тоже, в принципе, можно выйти из такой ситуации и сделать не такую широкую, большую, а уже, конечно же, поуже и поменьше. Вот, заказывали вот такое вот стекло. Сделать это, ну, то есть заказ стекла у нас в магазине можно легко. Так, получается толщина стекла 6 миллиметров. Хотели 8, но 8 будет, мы подумали, что будет толсто. И, конечно, посередине каждой полочки установили вот такую вот железную трубу для того, чтобы стекло на нем лежало. Иначе может это все прогнуться. Какой-никакой орхидеи вес они имеют. И здесь тоже также имеется вот эта вот труба, на ней лежит стекло. И как я решила для себя, именно на нижнем уровне у меня будут стоять самые тяжелые, потому что самые тяжелые орхидеи, они, конечно, нуждаются в особом уходе. Здесь посередине у меня стоят такие, которые после пересадки, но болеют, но вроде бы уже нормально, хорошо восстанавливаются. А на самом верху орхидеи, которые уже восстановились, уже можно пересадить, и которые уже подросли и чувствуют себя нормально. Конечно, их можно перенести на обычное окно, но там у меня стоят орхидеи цветущие. И я решила для себя, как только орхидейки у меня начнут более-менее готовиться к цветению, либо выпускать цветоносы, только лишь потом я их буду переставлять на основное окно. И вот такая вот, ребят, у меня хорошая для вас информация, которую вы можете взять для себя. И давайте вот эти вот еще светильнички тоже посмотрим. Вот смотрите, это обычно, как всегда, у меня теперь только лишь они, светодиодные светильники. Получается 6500 кельвинов на 40 ватт. Верхняя, она у меня самая верхняя на 35 ватт. И они даже маленько, но здесь на видео не видно, но они отличаются немного по цвету. Вот эти две лампы, они, ну, тут теплого цвета, а та она слегка, вот прям слегка чуть-чуть желтоватого. Нормально, ранее вот эта самая первая лампа, которая здесь была, верхняя, она висела изначально и освещала также вот эти вот орхидеи, но они вообще все здесь стояли. И вот представляете, вот такое вот огромное количество орхидей, как я умещала. Ну, конечно, там, наверное, штук 10 я еще перенесла сюда на это окно, но в основе все они стояли только лишь внизу. Притесненные, всякое разное, места не хватает, кое-как втискиваешь их. Ребят, вы все знаете, я люблю орхидеи лечить, восстанавливать и реанимировать. И по этой причине у меня большое количество орхидей, но я еще продавец. И тоже те орхидеи, что идут на продажу, мне приходится их восстанавливать, и они остаются у меня. Места категорически не хватает. И решили стеллаж не устанавливать никакой, а решили выйти именно вот так вот из ситуации. Здесь, как я ранее сказала, ширина 35 сантиметров. Орхидейкам места вообще вполне достаточно. Чувствуют они себя комфортно. У всех все хорошо, нормально. Сейчас постараюсь камерой дотянуться, как они наверху себя чувствуют. Видите, места всем хватает. У всех орхидеек, ну, хорошее пространство. Можно еще ставить и ставить огромное количество. И также внизу тоже еще можно устанавливать, наверное, штук 100. Вообще без проблем. И что еще хочу сказать насчет проветривания. Окно у меня, оно, ну, сейчас маленько прикрылось, но вот такое вот пространство. Так, плохо видно, наверное, потому что у меня открыто окно в зале и получается сквозняк. Но где-то сантиметров на 5 окно открывается. Также можно и в бок, и немножко в сторону его открыть. Проветривание у орхидей на этом окне, конечно же, осуществляется. Это необходимо делать. Ребята, я же вот пропустила, что про эти лампы-то вообще в итоге хотела сказать. Обычные светодиодные светильники. Так, и они вот здесь вот у меня закреплены также на леске. Я их протянула отсюда до сюда. И вот так вот на лесочке они у меня здесь держатся. Все 3 шнура соединены в один удлинитель.
И освещаются, ну, так же, как обычно. С утра встаем и до самого вечера, пока не ложимся спать. То есть часов 12-14 на досвечивание у нас выходит. Но без подсветки тоже никак, потому что орхидеям необходимо освещение. У нас здесь балконная сторона, и солнце здесь только с утра, его солнца практически не хватает. И нормально этого орхидеям вполне хватает при обычных светодиодных светильниках. Конечно, единственный, наверное, я бы сказала, минус, то, что к верхним орхидеям нужно как-то подлазить. Но здесь что? Достал стул, осмотрел орхидеи, там полил, не полил, где-то можно просто взять орхидейку, до нее дотянуться. Вот даже сегодня у меня был полив, я ее просто взяла, подержала. Если она у меня легкая, значит она у меня сухая. И все, и водички ей долила. И вот что я вам, собственно, хотела показать и похвастать вот такой красотой. Конечно, в плане денежном это, ребят, затратно. В плане времени это тоже затратно, потому что муж у меня здесь сколько пилил, сколько все это делал. Но оно этого стоит. И как любому архаману приятно, конечно же, иметь вот такое вот еще дополнительное место на окнах. Если у меня выращивать вообще орхидеи на балконе летом можно, но я не знаю по какой причине, в принципе, и открываешь, и проветривается. Но в том году я ставила туда анютины глазки, и там появился клещ. Я думаю, если я орхидеи туда выставлю, то тоже либо какое-то насекомое заведется, также с балкона занесет, либо орхидеи у меня сгорят, потому что там даже при открытых окнах утром такой Ташкент. Такая жара, что прям невозможно, и орхидеи на балконах я содержать не могу. И вот такую красоту мы создали для орхидей. Спасибо, конечно, огромное моему любимому мужу, который всегда меня во всем поддерживает, который мне помогает и ни в чем не отказывает. Дай Бог, чтобы и у вас, дорогие наши девочки, девушки, женщины, мужчины тоже вас вот так вот всегда радовали, любили и поддерживали. И получив, ребят, вот такое вот шикарное дополнительное место для орхидей, я, конечно же, свои подоконники немножко разгрузила, потому что, как ранее сказала, часть орхидей, которые там либо недавно пересаженные, я вот сюда вот все их составила. Просите своих мужей, либо там, не знаю, кто золотые руки, можете сами такую полочку себе изготовить. Советую. Очень практичная, очень длинная, широкая. То есть это получается у меня, грубо говоря, дополнилось еще 2 окна, потому что было только лишь внизу, теперь еще стало плюсом 2. И пришла такая мысль, как-то мужу ее сказала: и ты представляешь, место-то теперь есть, а орхидей-то теперь мало. Конечно же, очень рада и очень счастлива тому, что у меня появилось дополнительное место, и эта вот проблема, она у меня ушла. Ну что, ребят, в конце вам хочу поближе показать своего новоиспеченного любимца, нашего животного, который появился в нашей семье. Посмотрите, вот она, наша милота. И почему я решила вообще приобрести кролика? Потому что с собакой нужно ходить гулять. Кошки там мяукают, что-то, мебель какую-то портят. А этот сидит бесшумный, только лишь в клетке и спить просит, и все. Особого ухода они не требуют. Вот такой вот карликовый вислоухий, потому что у них ушки расположены вниз. Это у нас девочка. Ей всего лишь месяц. Приобрели мы здесь в нашем городе. Я хотела, конечно, заказать вот таких малюсеньких, чтобы они были размером с ладошку и оставались на всю жизнь, но это очень дорогостоящее. И покупали из того, что у нас есть в нашем городе. Вырастет она до 30 сантиметров, максимум будет вес ее кило 700. Сейчас она вешает всего лишь 500 граммов. Маленький, замечательный, пушистый зверечек. Вот такой вот лопушочек, который теперь будет тоже присутствовать на наших видео.
Я, конечно, очень рада тому, что этот зверек появился у нас в доме. Шерсти у него нету, потому что я сама аллергик, то есть шерсть не выпадает, как от собак. Вот так вот его гладишь, трогаешь, и шерсти вообще нету. Насколько я поняла, кролики, они гипоаллергенные. Ну что ж, проверим и посмотрим. Все, ребят, что я вам хотела, вот такую милоту показала. Вдруг кто-то захочет тоже себе, либо порадовать своих детишек. Мне сейчас на данный момент мало удается его потрогать, потому что в основном дети балуются, дети с ним играют, и мне практически его не дают. Даже для записи видео: «Мама, ты зачем ее взяла?» Но хотела вам показать вот такую красоту, которую тоже можно в доме завести в качестве любимца. Мы все в основе привыкли, что это кошки и собаки. Сейчас мода пошла на хорьков и также вот кролики. Поэтому, ребят, заводите себе вот такую вот милоту. Очень чистоплотный зверек. Мыть их не нужно. Они моются практически весь день сами. И что самое примечательное, ребят, такие кролики декоративные, их легко можно приучить к лотку. Она у нас еще маленькая, но, знаете, пысать ходит строго в лоток. По большому мы пока еще не научились, но пысает прям строго в лоточек. И как кошечку можно приучить уже в дальнейшем. Если она будет дома ходить на прогулки, то без проблем забегает в свой домик, делает свои дела и побежала по квартире дальше. Пока бегает, ее тоже не слышно, мы уже задумываемся о том, чтобы приобрести для нее колокольчик, чтобы было слышно, где она и что она. А пока ее совсем не видно и совсем ее не слышно. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.